Приветствую! Это еще одно видео про куртку из Киберпанка 2077. И сегодня я расскажу вам немножко о технической части вопроса, как все это организовано. Если вы хотели посмотреть просто на функционал, то он есть у нас в одном из предыдущих видео. Для начала хотел сказать, что куртка у нас сделана носибельная, то есть это все-таки адаптация куртки из игры, потому что у нее функциональные молнии на рукавах, функциональная молния передняя, и вообще, в принципе, эту куртку можно застегнуть, а не просто носить, накинув. Из-за этого у нас немножко шире вот здесь полочки стали, но зато с учетом нашей погоды и нашей страны, в ней можно хотя бы застегнуться от ветра. Что у нас здесь еще есть? Есть у нас значочек, который мы, собственно, перерисовали, максимально повторили оригинальный, потому что все, что присутствует в сети, все, что делали косплееры, если честно, меня не совсем устроило по детализации. Есть вариант, где просто со скрина сделали, есть вариант, где люди отрисовывали. Здесь у нас все-таки, на мой взгляд, все сделано почетче. Отдельная головная боль в плане материала — это вот эта надпись. Шалобушки, нашивка. В оригинале нашивка нарисованная. Мы думали сделать такую же, но, к сожалению, нас немножко подвел подрядчик и не успел нам их изготовить. Но, в общем-то, и вышивной вариант имеет право на существование. И он себе вполне хорошего качества. Одна наша знакомая помогла нам с этим, так же, как и с нашивкой на спине. Она здесь тоже выполнена в виде нашивки, а не печати. Но это было пожелание заказчика. Пластина на спине. Ну, в общем-то, это стандартная 3D-печать, обработка и так далее. Из интересного момента здесь вот дополнительно вот этот вот кант можно было напечатать, но он у нас сделан из резины, чтобы скрыть крепление пластины к спине. Самое сложное в этом было разобраться, что же хотел сказать автор, потому что из тех скринов, которые присутствуют в сети на данный момент, очень сложно понять точную геометрию данной пластины. Но я справился. В общем, если будет интересно, могу подробнее рассказать. Конечно же, никуда без надписи «Самурай», но тут ничего интересного. Различные мелкие детальки. И давайте заканчивать уже с около тканой частью. Лолита Марковна у нас рассказывала про вот эти вот резиночки. Я вам их покажу. Что же это такое? Это на самом деле вот такой вот резиновый шнур. И из него сделана вся отделка на подложке. Это можно было бы, разумеется, отлить из резины, но, к сожалению, по крайней мере у нас в городе сейчас недостаток. Склады пустые, невозможно купить ни резину литьевую, ни силикон. В общем, все очень сложно, поэтому пришлось экстренно. И шнуров этих в городе, кстати, тоже нет, поэтому мы их тащили из Москвы. И, собственно, вот что вот этот шнур, что вот этот вот, это все склеено из отдельных шнуров. Ну и давайте плавно перейдем все-таки к более крафтовым деталям. Это вот эти шалобушки. В общем-то, идея их не нова. Косплееры уже использовали подобную технологию. Я просто немножко ее упростил. Для этого нам придется переместиться на стол и найти шалобушки. В общем, на самом деле шалобушка у нас состоит из 3 деталей. Это вот такая вот пластина, которая крепится, значит, за нее. Это сама шалобушка. Центральная деталь, которая выглядит вот так вот, она обтягивается кожей. И делается еще пластиковая крышечка сверху. Как я уже говорил, технология не нова. Косплееры уже делали так. Единственное, что я упростил всю конструкцию до 3 деталей. И вдобавок сделал вот эту центральную часть, печатаемую одновременно сразу же с нижней подложкой. То есть потратил время на макет, но зато упростил себе жизнь, печатая сразу же 2 детали сразу.
Ну и самая, так скажем, технически сложная часть — это у нас воротник. В предыдущем видео я уже говорил, что питается он у нас от пауэрбанка, вот такого вот. И управляется все это дело пультом. Здесь есть несколько режимов анимации, достаточно много. Ну и самое основное, что необходимо, это переключение между цветами. Немножко покручу, если будет что-то видно. Как у нас выглядит курточка и как все это дело светится. И мы уже перейдем к тому, как устроен непосредственно сам воротник. Макет у нас делался примерно вот такой. Как вы видите, тут энное количество правок, потому что изготавливался он параллельно с сшитой частью, и приходилось делать некоторые корректировки. И, в общем, пришли мы в результате вот к такой вот общей форме. В оригинале, вернее, в итоговом, разумеется, он не цельный, а полый. Там размещена светодиодная лента, которая, как я уже говорил, при помощи модуля управляется с пульта. Вот такой вот у нас, вернее, похожий на этот модуль стоит внутри. И вот такой похожий пультик. Лента использована адресная. И, то есть, я не очень люблю избыточность в применяемых технологиях. И, в принципе, для стандартных цветов и даже для каких-то простых переходов цвета можно было бы использовать и обычную RGB-ленту, RGB, извиняюсь. Но дело в том, что, опять же, существует целая проблема с поставками. Например, из Китая адресную ленту можно заказать с быстрой доставкой, потому что в Питере, опять же, у всех она закончилась, и мы в результате покупали ее у частного лица. Но при этом к адресной ленте нельзя заказать пультов. С RGB лентой похожая ситуация. То есть, в общем, все время не хватало, нельзя было в одном месте купить комплектующих, скажем так, всех недостающих. А бегать по всему городу, покупать по запчастям было достаточно мало времени. Еще второй минус RGB ленты, ну, вернее, в обычном применении это не минус, а в нашем случае да, потому что она питается от 12 вольт. А адресная лента питается от 5 вольт, то есть без каких бы то ни было повышаек или более нажористых пауэрбанков, которые можно переделать под 12 вольт, можно обойтись и сразу же питать от стандартного пауэрбанка. Еще одним плюсом является то, что здесь не соединены светодиоды в серии. То есть каждый светодиод у нас отдельный, поэтому можно при помощи ленты, даже такой плоской и неизгибаемой, повторить вот сложные моменты и сделать равномерную засветку. То есть разрезать и спаять диодики более острыми углами, нежели у RGB-ленты, где светодиоды соединены по 3. Адресная светодиодная лента существует и с группами светодиодов, но в основном вы, скорее всего, увидите вот такую вот, где каждый светодиод отдельно находится на ленте. Его можно отрезать по одной штуке. В остальном же адресная светодиодная лента избыточная для данного проекта, потому как, если вы вдруг не знаете, у нее можно управлять каждым светодиодом в отдельности, ее подключают к Arduino. И даже я видел один проект именно по киберпанку, где тоже используется адресная лента, и ей управляют при помощи Arduino. Но не очень понятно, зачем это делать, когда существуют как бы вот готовые модули, в принципе, с полным функционалом. Можете купить пульт на 21 кнопку, где побольше немножко цветов. Можно купить пульт на 17 кнопок, там, по-моему, всего 6 стандартных цветов. Ну, 6 кнопок для быстрого доступа к цветам. В остальном они, в общем-то, идентичны. Так что вот такие вот материалы мы использовали. Костюм у нас получился крутой. И на этом, наверное, я буду уже закругляться. Если вдруг какие-то моменты остались вам непонятны, если вам интересно узнать что-то более подробно про светодиодные ленты, то напишите, пожалуйста, в комменты. Я могу снять еще один видос.
А курточка, к сожалению, у нас буквально уже через полчаса уезжает в Москву к своему хозяину. И ее вы больше не увидите, поэтому я с вами прощаюсь, а напоследок еще немножко ее вам покручу. Пока-пока. И снова здрасте. Жизнь сложилась таким образом, что мы схлопотали первую жалобу на авторское право. И не поймите нас неправильно, мы достаточно ответственно относимся к авторскому праву и уж тем более не имеем ничего против. Но мы вроде как использовали саундтрек из игры в ролике про куртку из данной игры, и к такой ситуации обычно относятся достаточно лояльно, так же как к косплею в общем, к летсплеям, например, или к обзорам игр. Но как бы мы имеем то, что мы имеем, и основная проблема даже не в этом, а в том, что благодаря правилам YouTube теперь они абсолютно официально имеют право врезать рекламу в наш ролик. Что нам, разумеется, не очень интересно, и все бы ничего, но дело в том, что единственный способ как-то исправить эту ситуацию — это воспользоваться стандартным ютубовским редактором, который сказать, что ущербный, вообще ничего не сказать. По этому поводу, чтобы не было обидно ни нам, ни вам, нам придется из вот этого вот ролика, на который сейчас была ссылочка, удалить всю бонусную часть. И так как мы узнали о том, что ролик ущербный, вот когда уже был смонтирован новый звук, я просто в конце этого ролика добавлю вам уже перемонтированный ролик с новым звуком. Лолита Марковна все-таки старалась, да и я звук пересводил, так что приятного просмотра. Пока-пока. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.